Вот у меня основное поле чеснока сорта Шадейка. Вот я его посадил, как семенной материал купил. Крупный, здоровый. Что нужно для того, чтобы чеснок был крупный, урожайным? Конечно же, подготовить почву. Это самое главное. Я сюда внес на каждый квадратный метр, примерно где-то ведра 3 перегнойчика. Далее перепахал все это хозяйство, просто культиватором прошелся. Для посадки я выбрал самые крупные головки, а из самых крупных головок выбрал самые крупные зубки. Короче, откалибровал все это хозяйство. Половина посадил самые крупные зубки, отдельно посадил самые мелкие зубки, чтобы при росте ботвы они не перекрывали друг друга. Далее посадку производил в конце сентября, не боясь, что прорастет чеснок и замерзнет при заморозке. Он у меня был посажен примерно нормальную плюсовую температуру почвы. Но ничего, все выжило. Корневая система развилась отлично. И в зиму он пошел с хорошей корневой системой. По весне он дал хороший старт. Далее я внес аммиачную селитру. Для роста ботвы у чеснока нужен азот. Поэтому я ее внес в 2 захода. Первый раз и через недельку второй раз. Это я оставил на семена. Далее пошли комплексные удобрения. 16, 16, 16. Азот, фосфор, калий. Потом, чтобы не было таких вот прожилок, как вот тут вот уже началось, но уже лист-то отмирает. Это уж понятно. Фузариоза, чтобы не было и тому подобное. От болезни так-то я не обрабатывал. Кстати, перед посадкой я обработал в препарате Максим обязательно все зубки. Пусть он здоровый посевной материал, но перед посевной обработке, конечно, она нужна. В препарате Максим каждый зубок я обработал в препарате Максим от болезней. Это важное замечание. Потом для хорошего усваивания микроэлементов и каких-то там процессов фотосинтеза необходимо обрабатывать по листу сульфатом магния, проходить. Примерно 20 грамм на 10 литров воды. И на 10 литров это получается проходить примерно пару соток. 1,5-2 сотки. Это обязательно проходить, обрабатывать в течение, через дней 10. Каждые 10 дней вот так вот надо проходить по чесноку. Потом надо следить во время вегетации, чтобы чеснок не зарастал подсорной травой. Некоторые применяют гербициды. У меня территория не такая большая. 3 сотки. Я вручную все это обрабатывал. Вот сейчас, конечно, после дождей все это заросло. Надо все тоже пройтись, подчистить. И еще чеснок очень любит воздух. Его обязательно нужно рыхлить. Когда ботва была невысокая, 2-3 листа, я постоянно проходился вот таким аппаратом. Вот таким аппаратом.
эти зубчики, они очень хорошо рыхлят почву. А вот эта скоба срезает все сорняки, которые появляются. Вот, пожалуйста, вот так вот идешь и срезаешь. Земля сейчас, конечно, уже жесткая стала. И ботва друг на друга налегает. Можно очень запросто повредить нижние листочки. Поэтому вот этот аппарат уже не понадобится. Заказал на Озоне насадку для триммера. Такая круглая штука с ножами. На триммер закручивается, и между рядки проходишь, и все сорнячочки срезаются. Но мне она еще не пришла. Я его жду дня на день. Подкормки я вносил кубовую емкость. При поливе все это хозяйство у меня хорошо через почву уходило к корням. Питало чеснок. И проверял на наличие влажности в почве. Копнул лопатой. Если почва вот так вот держится в комочке, значит влаги хватает. Если не держится, рассыпается, включал полив и поливал. Значит, после внесения, когда вот уже появилась стрелка, начал ее убирать. Вот несколько десятков я оставил для разведения здорового посевного материала. Когда появилась стрелка, стрелку убрал и тут же начал вносить калийные удобрения. Сначала по листу, а потом тоже через полив. Вкупе с монофосфатом калия, калийной селитрой через полив. Для чего? Для того, чтобы помочь всем питательным веществам, которые скопились в листовой массе, постепенно уходить в головку, чтобы головка начала наливаться. Они и так, конечно, пойдут, но для помощи минеральные удобрения нужны. Вот за 20 дней до уборки нужно прекратить полностью весь полив. Головка должна созревать. Если головка чеснока, корни будут чувствовать влагу, из земли они будут питаться минеральными удобрениями, а лист останется и стебель нетронутый. Надо, чтобы головка наливалась из зеленой массы. Получала все питательные вещества, которые лист накопил в себе за сезон. Ну и теперь посмотрим, какой же результат. Одну из головок я уже подкопал вот здесь вот лопатой, чтобы удобно было. Давайте вытащим. Не, вот эту я подкопал. Вот она. Вот посмотрите. Вот такой чеснок у меня получился. Вот такой крупный. В кулаке даже не сжимается. Сейчас посмотрим, сколько же он весит. Вот это прелесть. Сейчас отчикаем и взвесим. Вот эта головка 120 грамм. Надо, конечно, вам сказать, что я только выкопал его.
по-хорошему надо недельки две, ну 2 недельки, 10 дней сушить в теньке. Обязательно в теньке. Чеснок с ботвой, чтобы вся питательная масса ушла в эту головку. И только когда на сгибе не будет вот этого выделения сока, значит чеснок высушен хорошо. Видите, сколько здесь питательных веществ. И этот чеснок, вот сейчас он весит 120 грамм. После сушки он увеличится в объеме, и вес у него увеличится примерно процентов на 10. Ну, конечно, процентов на 10 он увеличится в объеме. Сейчас, например, 6, а будет 7. Но по весу он будет меньше весить, так как из него влага тоже уходит. Вот сколько в нем сока. Экземплярчики попадаются еще больше, еще крупнее. Вот это, например, у меня весит уже 130 грамм. 133, 131. Это, напоминаю, был 120. 117 уже. Вот так вот. Вот такие экземплярчики попадаются. Сорт Шадейка замечательный сорт. Вот такие экземплярчики я выкопал на пробу. Обязательно сушится под навесом. Ни в коем случае не на солнце. Тогда будет замечательно храниться. А хранится хорошо чеснок при температуре ну, примерно от -2 до +10-15 градусов. Чем прохладнее, тем для чеснока лучше. Примерно вот в таких пластмассовых ящиках в один слой накладываешь и ярусами составлять. Хорошо хранится. Или же можно в таких сетках. Ток уже хорошо высушенный, чтобы был. И подвешивать. Кстати, это вот у меня чеснок, который оставался, земля оставалась, и посадил мелкий зубок. Вот тоже неплохой. 4+, 5, конечно, не больше. Ну, чтобы зубки не пропадали, и земля позволяет, вот посадил. Сегодня заказали у меня для еды чесночок по недорогой цене. 3 килограмма, еще 3 килограмма. Поеду сегодня продам. За 200 рублей за килограмм вот этот чесночок у меня заберут. Ну вот, друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы я видел, что кому-то я помог, кто-то заинтересовался в этом деле. Вот такие пироги. Всем спасибо за внимание. До новых, как говорится, встреч.